Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание народным приметам на 5 марта. Поговорим о церковном календаре, поговорим о том, какую икону чтят Божьей Матери в этот день 5 марта. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, прямо сейчас напишите слово «род», и Вселенная обязательно поможет вам выполнить вашу кармическую задачу и достичь счастья. Прямо сейчас в комментариях напишите слово «род», а мы с вами, друзья, начинаем. Итак, 5 марта в Православной Церкви отмечается память преподобного Тимофея. Это был ученик блаженного Феоктиста. Этот день становится поводом для воспоминаний и восхищения жизнью и подвигами этого святого монаха. Тимофей родился и прожил свою жизнь в монастыре, расположенном у подножия Олимпийской горы в Малой Азии, на границе Вифании и Фригии, на территории, которая сегодня является частью современной Турции. С самых ранних лет он был увлечен молитвой и монашескими подвигами, посвятив свою жизнь служению Богу и ближнему. Известно, что Тимофей был наделен даром молитвы и исцеления. Много раз по молитвам этого святого совершались чудеса. Бесноватые освобождались от демонов, больные выздоравливали. Его жизнь была свидетельством силы молитвы и веры, способной изменить жизнь людей и принести им исцеление и спасение. Последние годы жизни святого Тимофея он провел как отшельник, стремясь к еще более глубокой молитве и соединению с Богом. Путешествуя по пустыням и городам, он неустанно молился и просил о милости для всех, кто обращался к нему. Тимофей умер в 795 году, дожив до глубокой старости. Его жизнь стала примером святости и монашеского подвига для многих верующих. Его память чтится и по сей день как пример истинной преданности Богу, силы молитвы и живой веры, способной преобразить мир вокруг. Также 5 марта Православная Церковь вспоминает и почитает память Козельчанской иконы Божьей Матери. Этот день был особым временем для верующих, потому что многие обращаются к святому образу с молитвой, с почтением, тем самым ища исцеления и надежды. Лик Козельчанской иконы Божьей Матери стал широко известен благодаря чудотворной истории, которая произошла зимой 1881 года. Мария, дочь графа Капниста, страдала от неизвестного заболевания ног. И, несмотря на все усилия родителей и медицинских специалистов того времени, ее состояние только ухудшалось. Однако все изменилось, когда Мария взяла на руки икону и помолилась Божьей Матери. Сразу после этого ее состояние улучшилось, и медицинские специалисты были поражены этим неожиданным выздоровлением. С тех пор Козельчанская икона стала символом надежды и исцеления для многих верующих. Верующие обращаются с такой иконой с молитвами. О чем же можно просить перед Козельчанской иконой Божьей Матери? О физическом и духовном спокойствии. В мире, где мы все с вами сталкиваемся с различными трудностями и испытаниями, мы все ищем душевный покой и умиротворение. Представляя свои тревоги перед лицом святого образа, верующие молятся о мире в своем сердце и в мире в целом. Также многие обращаются к иконе с просьбой об исцелении для себя или своих близких. Вера в силу молитвы и милость Божию вдохновляет людей надеяться на выздоровление и обращаться к Богородице с просьбами о здравии. Также к иконе этой молятся об обретении утерянной надежды, терпения и ума. Время от времени в жизни каждого человека могут возникать ситуации, когда кажется, что надежда утрачена, а силы для продолжения борьбы ослабли. В такие моменты верующие обращаются к Божьей Матери с молитвами о помощи в обретении надежды, терпения и мудрости. Также этой иконе молятся о скорейшем замужестве и усилении веры. Обращаем ваше внимание, что в этом году у нас 5 марта приходится на вторник. И в православной церкви по вторникам
пост не является обязательным. Но это не означает, что верующие не могут соблюдать постные правила. Да, поэтому, если вы решили соблюдать пост в этот день, или у вас есть какие-то другие причины, вы можете попробовать. Вообще, во вторник верующие могут питаться обычными продуктами, не соблюдая строго диеты, или не стоит воздержаться от определенных видов пищи, как это принято во время поста. Теперь, друзья, вернемся к народному календарю и посмотрим, что же нас с вами ожидает в этот день. Итак, 5 марта в народном сословии прозвали этот день Тимофей Весновей, Тимофей Весновейки или Тимофеев день. Этот день символизировал переход от зимы к весне и ожидание природного обновления. Во многих культурах весна ассоциируется с возрождением, новым началом и надеждой на лучшее. 5 марта становится днем, когда люди судили о том, какой будет наступившая весна. И существует, конечно же, много различных обычаев и поверий. Поэтому в этот день наши предки обращали внимание на поведение животных и смотрели, что же ожидает их с погодой. Если весна приходит с ясным небом, теплым солнышком, это часто воспринималось как хороший знак и обещание удачного времени. Кроме того, в этот день существовали ритуалы и обряды, которые были направлены на привлечение благоприятной весны. Люди устраивали обряды прощания с зимой, сажая цветы или устраивая какие-то различные праздничные мероприятия. В народной культуре весна всегда считалась временем особого разгула нечистой силы, которая, проснувшись после зимней спячки, могла принести невзгоды и беды. Именно поэтому в древности до сих пор весной часто проводились ритуалы по изгнанию злых духов и очищению окружающей среды, именно дома, от негативной энергии. Поэтому один из таких обычаев было это разжигание костров. Крестьяне выходили на поля, возвышенности, где разжигали огромные костры. Верили, что свет от этих костров связывается с солнечным светом, который является губительным для всего злого и плохого. По преданию, там, где виден свет от весеннего костра, летом град не побьет посевы, что делал этот ритуал особенно важным для земледельцев. Кроме того, во время разжигания костров проводились разнообразные обряды. Крестьяне прыгали через огонь, символизируя тем самым очищение от грехов, болезней и проблем. Вокруг костра прогоняли скотину, чтобы защитить ее от болезней. Также от такого ритуального костра зажигали факелы, с ними обходили поля, чтобы обезопасить хозяйство от козней злых духов. И вообще, в начале весны древние славяне стремились освободиться от всего старого и ненужного, чтобы очистить свой дом и себя самих от негативной энергии. Хозяйки тщательно выметали дома, дворы, выбрасывая сломанные вещи и старые предметы. Уборка воспринималась как эффективный ритуал очищения, который помогал избавиться от несчастья и бед, которые принесены были весной. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 5 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Итак, друзья, Тимофеев день, который мы все с вами отмечаем 5 марта, имеет свои особенности и традиции, связанные с предостережениями и рекомендациями. Согласно древним поверьям, в этот день следует быть особенно внимательным и осторожным, чтобы избежать негативного воздействия. Один из главных советов, который сопровождал Тимофея в день, являлось избегание выхода из дома незащищенным от энергетических вампиров. Согласно поверьям, эти темные силы были активны в этот день, поэтому важно было защитить себя от их воздействия. Поэтому 5 марта выпейте 3 глоточка святой воды. Это поможет вам защититься от негативных воздействий, придать сил и защиты. При выходе из дома в 5 марта в Тимофеев день рекомендуется переступать порог только с левой ноги. Этот обряд считается защитным и призванным отпугнуть любые злые силы.
Перед тем, как выйти на улицу, рекомендуем трижды шепотом прочитать молитву «Отче наш». Это древний обряд, который призван обеспечить защиту и благословение на весь день. Одним из наиболее распространенных запретов Тимофея в день это было употребление спиртных напитков. Даже в минимальном количестве спиртное может привлечь к себе нечистую силу, которая начнет веселиться с выпившим, причиняя ему вред и доводя до состояния беспамятства. Поэтому в этот день рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя. Еще одним предостережением, связанным с Тимофеевым днем, является то, что не стоит высаживать растения или поливать их. Считается, что растения, которые высажены в этот день, не приживутся или же будут очень болеть. Это связано с тем, что Тимофеев день считается неблагоприятным временем для сельского хозяйства и садоводства. Одним из следующих запретов Тимофея в день – это накопление хлама, особенно старой одежды и обуви. Считается, что эти предметы, вещи могут привлечь к себе горести и неприятности. Поэтому в этот день рекомендуем избавиться от ненужных вещей, выбросить старые вещи, чтобы освободиться от негативной энергии и сделать место для новых возможностей. Вместо этого советуем купить что-то новенькое, чтобы привлечь новое счастье и позитивные изменения в свою жизнь. Тимофеев день не рекомендуется оставлять и незавершенные дела. Дело в том, что невыполненные обязательства могут напомнить о себе и привлечь неприятности в дальнейшем. Поэтому важно сегодня завершать любые дела, которые вы начали в этот день, и решать возникающие проблемы, чтобы избежать негативных последствий в будущем. Следующим очень важным запретом в этот день является проведение дня дома для пожилых людей. Считается, что пожилые люди, если будут выходить на улицу, это хорошо, потому что они смогут почувствовать весенний воздух, погреться под солнечными лучами. Но также это поможет им проживать благополучно это все время. Поэтому, если в вашей жизни, в вашем доме есть пожилые люди, смотрите, чтобы они не оставались сегодня одни. Следующим запретом в этот день является рубка березовых и кленовых веток. Их нельзя было резать или рубить. Почему? Потому что с этого дня начинается обильное сокодвижение лиственных деревьев, и их рубка считается большим грехом. По преданиям, за этот поступок человек будет обязательно наказан длительной болезнью. Поэтому в этот день рекомендуем воздержаться от таких действий и стараться уважать природу. Можно ли в этот день стричь волосы? Вы знаете, согласно народным приметам, в этот день женщинам не рекомендуется завивать волосы, чтобы избежать распространения слухов и клеветы. Кроме того, если мы говорим о стрижке ногтей, то она в этот день не запрещена. Кроме того, в этот день нельзя использовать новое полотенце. Если вам кто-то его подарил или вы купили, то начните пользоваться в другой день. Иначе использование нового полотенца именно в этот день, 5 марта, может принести заболевание кожи, поэтому постарайтесь все-таки воздержаться от этого. Далее, друзья, можно ли ходить на кладбище? День хороший для посещения кладбища, но если есть у вас такая необходимость. В других случаях не стоит лишний раз посещать это место. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошим знаком будет, если вы выбросите всю старую обувь. Таким образом, считается, что вы привлечете в дом достаток и процветание. Также в этот день не запрещено одалживать и брать взаймы, если, конечно же, есть такая необходимость. Но с деньгами нужно все-таки быть осторожными в этот день.
Люди, которые родились 5 марта, часто проявляют неуверенность в себе. Это может быть связано с различными факторами, включая сложности. Как вы можете это сделать? Вы можете укрепить уверенность в себе. Те люди, которые родились 5 марта, с помощью рубина. Как вы знаете, рубин символизирует стойкость, силу воли, энергию. Он может помочь преодолеть сомнения, страхи, дать силу и мотивацию для принятия вызовов и достижения успеха. Носить украшения с рубинами или иметь этот камень как часть амулета или талисмана может стать источником внутренней силы и уверенности. Что же касательно снов, которые могут присниться в ночь с 4 на 5 марта, то сны обладают двусмысленным значением. И, конечно же, здесь вам нужно сесть и разобраться, что же для вас этот сон обозначает. Для этого напишите на листке бумаги, а через некоторое время вернитесь к своему сну, и вы обязательно сможете его растолковать. Вот такой, друзья, у нас с вами день 5 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Не забываем ставить лайк, друзья, и прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.